И всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, это канал Анна Рулагон, и я вас приветствую на первом взгляде игры «Два мира». Вторая часть, естественно. Очень-очень долго я шел к этому. Я где-то, наверное, полгода проходил первую часть, потом полгода я занимался другими делами, и вот, наконец-то, я созрел до второй части. Причем мнения насчет нее были такие, скажем так, неоднородные. Мнения людей, которые играли в эту игру, которые мне подсказывали в первой части, разделились. Кто-то говорит, что первая лучше, кто-то говорит, что вторая. Вот, но давайте немножко такое лирическое отступление. Но то, что сейчас я увидел в трейлере, мне понравилось больше, чем я увидел в трейлере к первой части, потому что, во-первых, нам презентовали, я так понял, одного из героев нынешней части. Это некий орк, у которого, видимо, душа болит за свой народ. Вот, и, судя по его виду, видно, что это не простой орк, а, видимо, какой-то, вождь, командир. В общем, у меня ассоциация с Варкрафтом, с Тралом. Ну, или хотя бы с Задирой, но мне все-таки кажется, что это более такой разумный орк, более рассудительный. Я думаю, что он что-то наподобие Трала. Если это так, то это будет очень круто. Вот. И я помню, по первой части у нас был один единственный орк, с которым нам удалось поговорить, который был вполне вменяемый. Даже, я бы сказал, это был воин чести, который вызвал на поединок своего соперника, на честный. Но, как мне сказали, похоже, он все-таки проиграл этот поединок, но это не суть, важно. Вот. По-моему, белая голова его звали или как-то так, не помню. Короче, еще мы увидели, что если в первой части у нас орки были агрессоры, то в этой части у нас, я так понимаю, люди-агрессоры. И все это связано вот с тем бесчестным колдуном, который просто всех взял и порешил одним ударом. Достаточно мощный чувак. У меня есть предположение, кто это на самом деле. Это, скорее всего, Гендехар. Ну, потому что, камон. Это, по-моему, очевидно. А вот кто тут рыцарь, непонятно. Это либо наш главный герой, либо просто какой-то левый рыцарь. Вот, но если это наш главный герой с первой части, значит, получается, что каноничная концовка та, где герой присоединяется к Гендехару. Вот, и они высвобождают древнее божество. Если это так, то это очень круто. Так, World Season Pass нам продают, нифига себе, за 30 баксов, вы посмотрите. Офигеть. Кстати, у меня тут какая-то стимовская хрень вылезла, я не знаю, давайте проверим. На записи ее не видно, но запись при этом идет. Замечательно. Так, что там нужно нажать? Shift-Tab. Shift-Tab. Закрыть, да. Круто. Круто. Так, и это наш... Ух ты, менюшка вертится. Графика заметно получше стала. Продолжить. А мне что? Нет. Я тоже испугался. Steam Marketplace. А зачем он? Ладно, это не важно. Так, а что у нас по музыке? По музыке вроде как не сильно оглушать должна она меня. Давайте все-таки чуть-чуть, наверное, потише сделаем громкость. А как ее сделать? Поменьше? Во, клавишами. На 8, наверное, сделаем. Принять изменения. Посмотрим, что у нас по звуку. По-моему, все так же осталось. Ладно. В зеленой зоне это хорошо. Чего там было? Подождите-ка. Настройка физики. Аппаратное ускорение, детализация. Посмотрим. Игра, по идее, должна летать по сравнению с той же No Man's Sky. Хотя очень обидно, что No Man's Sky у меня после некоторых специальных настроек теперь идет не очень хорошо. Я изменил свои настройки видеокарты для стрима в 60 FPS. Вот. И это повлияло на качество записи. По крайней мере, No Man's Sky. Ладно, все, хорош болтать. Два мира. Да, аддон там еще есть такой, я так понял.
Уровень сложности, вы знаете, после Darksiders и апокалиптического уровня сложности я не хочу играть на высоком уровне, поэтому давайте средний. Случайная внешность. Кстати, вот. А ничего такой. Иранец. Блин, а мне нравится. Ну ладно, давайте еще. Кстати, а вот это на меня похож чем-то. Если вот здесь пузико добавить, убрать вот здесь вот мышцы, чуть-чуть бородку добавить, чуть-чуть лысинки, короче, нормально сойдет. Цвет кожи давайте только ему поменяем. Я, наверное, не такой смуглый. Ну, вот такой, да. Длина ног. Шестерка нормально. Длина торса. Пойдет. Ширина плеч. Ну, ладно, пусть будет такой астенического телосложения. Начать игру. Так, я не посмотрел, сколько у нас уже... Ладно, потом. Потом. И снова твой дерзкий брат пытается бежать. Он что, не любит тебя? Не желает делиться своей силой? Он не хочет отдать тебе жизнь по-хорошему? Тогда я заберу ее. Кира, я... Столь хрупкий сосуд для такой мощной энергии. Пока тебе удается держать меня в этой хрупкой тюрьме. Но вскоре бренное тело погибнет. И от тебя и твоей империи останется лишь прах и пепел. Твое пламя вот-вот погаснет. Осторожно! Так недолго и шею сломать. Пожалуйте в ваши апартаменты. Только попробуй снова сбежать. Окажешься в таком месте, что темница покажется дворцом. Порядки изменились, лучше не забывай об этом. Тихо, человек. Мы хотим помочь. Идем? Идем. Вот так просто. Идем. Так, подождите. Пока нажму на паузу, у меня просто такой-то сейчас взрыв небольшой мозга. Сразу скажу свои первые ощущения. Хотя ладно, давайте потом. Сейчас чуть-чуть обождем. Так. Я не отстаю. Хотя давайте, наверное, все-таки звук погромче сделаем. Я ее еле слышу. Так.
А что такое источник звука? Типа, чем ты ближе, тем лучше слышно? Так, а как... кто-нибудь мне напомнил... А, пробел. Посмотрим. Посмотрим. Так, щит, меч. А, это не щит, это деньги. Так, закрыть. Так, ну, пока начну делиться впечатлениями, менюшка выглядит стала поприятнее. Сразу скажу. Она, конечно, потеряла некий шарм, такой старый RPG, но в целом симпатичнее. Заметно лучше стала физика движения, не такие топорные, ну не такая топорная анимация. И в принципе графон получше. Камера плавная. Ну, короче, все прикольно. И мне кажется, оптимизация лучше, чем в первой части. Хотя, казалось бы. О, а вот это уже новшество. Ладно. Так, а инвентарь? Как мне... Да, но прыжки по-прежнему остались какие-то странные. Надеюсь, они коней хотя бы пофиксили. Так. Набор оружия. Подождите, я хочу посмотреть управление, я не понимаю. Клавиатура. Значение клавиш. Пробел, прыжок действия. Выполнить действие, автоматический бег. Вооружиться F. Переключиться в режим стрельбы X. Выбрать цель, восстановить здоровье. Через что? Восстановить ману. Предыдущий набор. Та-та-та. Так, F, да? Запомнили, вооружиться. Ну, а вот это вот сделано неудобно. F1, F2, F3, вот это вот. А если у меня на эти клавиши что-то горячее закинуто? Это сделано неудобно. Кстати. А что неудобно-то? Давайте поменяем, господи. Мы же вольны делать что угодно. Так, давайте описание навыков. Нет, снаряжение. Пусть будет. Как изменить? Может, у меня на И что-то тоже есть? Нет. Карта мира. Вот карту мира нужно однозначно на М. А, М это у нас мана. Мана, хорошо, тогда... Блин, N тоже неудобно. И X у нас задействовано. Да что такое? Ну, хорошо, давайте тогда... Где это была карта мира? Вот карта мира. Карта мира. Давайте мы ее сделаем... Блин, ну М же самое удобное. Короче, ладно. Пока что поиграем со старыми настройками. Текущими. Мне нужно вооружиться. Я не могу вооружиться. Я слишком слабый. Видимо, наш герой в заточении потерял очень много в силе. Слушайте, он же только что бегал нормально. У меня что, перегруз, что ли? Да нет. А, таб. Я включил таб, нифига себе. Так, ладно, веди меня. Блин, ее по-прежнему плохо слышно. Кстати, смотрите, физон цепей неплохой. Блин, почему же все так неудобно сделали-то? По управлению. Взять золотые... Полезная штука.
А, вот, ладно, пока бегу, хочу сказать. Завезли русскую озвучку. Это и хорошо, и плохо, потому что мне не надо теперь все это читать самому. Вот, но вот подобрали голоса, мягко говоря, не очень удачно. Кстати, хорошо, что я взял именно такого героя, он хотя бы более-менее похож на... Более-менее похож на героя из предыдущей части. Первый. Подобрал неплохо. Наугад. Заперто. Так, а вот тут уже начались какие-то просадочки у меня. Тут некого освободить, нет? Что-то я не помню в игре эльфов. Или это не эльф? Орки? Убийца, воин и рейнджер. А вот и он, милый человек. Ой, как обливианом Узнайте запахло. быстрее. Прям обливиан. Орки. Живым я вам не дамся. Какой вежливый парень. Сестра, я не могу ее бросить. Ты едва держишься на ногах. Если сейчас не пойдешь с нами, не сможешь спасти сестру. Кира, Иди с Дарфа, она выведет тебя из замка. Не жди нас, мой меч жаждет крови. Рагдор. А второго как зовут? Так. Дарфа. Женщина-орк. надеюсь, оно того стоило. Блин, женщина-орк здесь гораздо симпатичнее, чем в том же Скайриме. Там они страхолюдины те еще. Хотя я как-то создал себе женщину-орка персонажа, и получилось неплохо, но все остальные орки там как-то не очень. У нее голос приятненький. И можно завести роман? Это у меня привычка с Mass Effect осталась. Эти врата открывают путь на второй этаж, но там слишком много стражи. Мы должны пробраться еще выше. Что там за громадный орк внизу? Проклятие, кто он? Рагдор. Последний генерал армии Горгамара. Их же разбили под Осворотом. В живых не осталось ни единого орка. Расскажи это Рагдору. Как ему удалось спастись? Рагдор был в стенах замка, хотел устроить диверсию главных врат. Его взяли в плен и пытали несколько дней, а наших воинов вырезали. Но почему его не убили? Ему повезло. Появилась она и освободила его. Кто она? Последний правитель Горгамара. Пророк. Пророк женщина? Да. И скоро ты встретишься с ней. Пророк. Что-то я припоминаю, в первой части было такое у них. У них же уже был пророк, по-моему. Они его, вернее, то ли искали, то ли ждали, я вот не помню уже. Нет, у них, помню, у них появился пророк, поэтому они взбесились и начали атаковать. Третий этаж должен быть свободен. Постой, как ты об этом узнала? Мне многое известно. Иди за мной и не шуми. Подожди, а наверх можно, Дарфа? Секунду. Мадемуазель. А, нет, нельзя. Ну, слушайте, пока нравится. Подожди, милая, стой. Я хочу проверить. Нельзя открыть. Да, пока что нравится, но у меня еще много вопросов, я их потом, наверное, в конце видео задам. Ну, вопросов, мыслей.
Сейчас выберемся из темницы, наверное, и я закончу на этом. Да подожди, девочка, секунду. Что-то взять можно? Это еще что? Вот действительно, а что я взял? Как посмотреть? F1, да? Сундук. Карта. Типа карта это, ну, карта, да? Древний культ и ритуал. Книжка. Челюсть. Непереведенная хрень. Задание. Репутация. Во как тут все сделано, оказывается, интересно. То есть ты задание вот не как журнал у тебя, а вот прям ты его носишь. Прикольно. Не, ну с точки зрения физики, управления, ну в плане вот это все, повороты, оптимизация, все стало красивее и приятнее. Реально, вот топорность первой части, она просто улетучилась. Так, давайте книжки соберем, я думаю, они нам будут полезны. Это там еще про Тамариэль, по-моему. Эликсир здоровья. Отлично. Не зря. А тут какой-то... секрет. О, смотри, даже паучок. А на что он реагирует? Он же что-то делает, этот рычаг, а что? Он как будто что-то открывает потайное. Вижу, ты нашел рычаг. А, Нам нужно пробраться через тронный зал. Ладно. Не уходи далеко и затаись. Если нам повезет, Я за тобой. хватит ворон считать. чего? Замрите. А, правая кнопка мыши. И жди моего возвращения. Слушаюсь, господин. Милорд, что-то случилось. Все стражи, они убиты. Мы нашли их трупы в подземелье, а он исчез. Что? Никчемный болван. Найди его, или тебе не жить. Да, господин, как прикажете. Эти полудурки в дождь в лужу не найдут. Сартагон! Проследи за поисками. Он не выйдет из замка, не сомневайтесь. У меня есть срочные дела. Не забудь, Сартагон, он нужен мне живым. Как прикажете. Что у него с плащом? Какой меч? Я хочу его. Так, Дарфа, погнали дальше. Кто это был? Сардагон, правая рука Гандахара. Обойдемся без знакомства. Куда мы идем? В тронный зал. Используем личный портал Императора, чтобы выбраться отсюда. Это бессмысленно. Только Император может им воспользоваться. Вовсе нет. Просто кто-то должен открыть его с другой стороны. У тебя есть на примете маг? Позже обсудим. Время на исходе. Так, собираем книжки. Еще пригодится. Да, видимо, все-таки изменение физики игры на что-то хорошо повлияло, а на что-то не очень. Вот плащ Гендехара, он живет своей жизнью, как у этого. У Доктора Стрэнджа Марвелского. Смотрите-ка, отражение даже есть. Вау. Вау. Еще раз вау.
Блин, а я хочу сделать какой-нибудь прикольный кадр на превьюшечку. Но пока что-то не получается. Я просто немножко забылся и профукал начало игры. Не делал фоточки. А надо было. А, вот здесь можно. Сейчас нафоткаю. Орки, скоро ваш мерзкий народец исчезнет навсегда. Кандахар завершит начатое, и вы встретитесь с убитыми братьями и сестрами. Ты в этом уверен? Красиво. Давай, Трал, я верю в тебя. Ух ты. Прям Нео. А чё лучник О, да, стоит? я уверен. Ничего. Скоро все закончится. А вы пока разберитесь с остальными. Самый глупый ход в истории злодея. Отвернуться от врага. С оружием в руках. Непременно разберемся. Вот так человек расплачивается за свою гордыню. О, Орк-маг. У нас мало времени. Тартариус ждет. Скорее все в портал. Вот они! Держи! Кажется, орку конец, магу. Пак. Идти можешь? Да, надо бежать, иначе тебя схватят. Но портал закрылся. Есть еще один в подземелье. Если поспешим, можем успеть. Скучали? Так, стопе. Я понимаю, что нас обстреливают, но тут Посмотрим. Лутецкий. Так, все, бежать. Стоп, погоди, а там же этот дохлый валяется, а я могу его меч взять? Вон она, эта дверь. Погодите. Блин, она закрыта. А, зараза. А я-то хотел меч у него стыбзить. Побежали. Девчуля, ты где? А, вон она. О, черт. Защити меня, у меня нет оружия в руках. Помоги. Нифига себе она драпает, смотрите. Дверь открой. Ой-ой-ой. Ловушки. Что делать будем?
Справа от тебя находится дверь в коридор, который пересекается с тем, что нам нужен. Проклятие, она заперта. Открой ее! Каким образом? Вот, бери отмычки и разберись с дверью. Встречаемся на той стороне. Я пытаюсь. Так, Встречаемся на той стороне. сделаем вид, что мы знаем, как взламывать замки. Доступен навык взлом. Надо запомнить, как ее зовут, и я все время забываю. Дарфа. Так. А я могу как-то этим управлять? Вот засада. Так, подождите. Левая кнопка мыши повернуть... повторить попытку. Enter. Попытка автозлома. Надо было у нее спросить, как пользоваться отмычкой. Может, тут на что-то нажать надо? Давайте попробуем автовзлом. Вот как это делается, понятно. Ну ладно. То есть надо как-то было подцепить. Прибавьте скорость во время плавания. Правая кнопка мыши. Не холодная. Ух ты. Водичка тут что надо. Водичка тут, прямо скажем, офигенная. Так, а куда теперь? Дарфа, вон там она стоит. Подожди, Дарфа. Сейчас я приду к тебе. Моя милая. Ого, что же мы нашли? Деньги. Кто-то разбрасывает по подземелью деньги. Ну это, наверное, чья-то заначка от стражника какого-нибудь. Логично. Кстати, очень логично. Я бы тоже прятал свои там накопления, не знаю. На черный день. Ох, я рада, что ты с этим справился. Не могу сказать, что я получил удовольствие от процесса. Что ж, это наш запасной план. Дверь ведет в старую алхимическую библиотеку с порталом. Хорошо, пойдем. Так, девочка, молодец. Подожди. Тут что-то есть взять. Ты... Дарфа, секунду. Все берем, вообще все пылесосим, все, что можно. Клянки, бумажки, отмычки, зубочистки, все, что есть. Блин. Кстати, я вот хотел бы себе такую лабораторию. Смотрите, какая она клевая. Я бы в ней что-нибудь варил. Главнокомандующий. Это булава, что ли? Секунду. Оружие. Да, слушайте, я могу ее нацепить на себя. Круто. Теперь я вооруженный опасен. Поговорите с Дарфа. Мы почти на месте. Что теперь? Блин, она симпотная. Нужно найти способ активировать старый портал. Я могу помочь? Возьми эту старую булаву и охраняй дверь. Договорились? Так, вспоминаем, вооружиться. Во. Все выходы блокированы. Им не выбраться. Далеко им тоже не уйти. Разделитесь и поймайте их. Так точно. Слушаюсь. Черт, я такой, не знаю, абрыган прям хожу.
Надо же, кто тут у нас? Бежать-то некуда. Попались? Никто не собирался бежать. Вот теперь я узнаю нашего героя. Такой же Лучше разберемся поскорее. нахал. Я же тебя не трогал. Прикольно. А как можно... Спасите кто-нибудь! Дарфа, а ты че ходишь рядом со мной? Дуреха. Слушай, он по мне заехал. Готово. Впечатляет. Он мертв? Без сознания. Он просто солдат, исполняет приказы. Ясно. Портал открыт. Идем. А когда-то убийство его не останавливало, он был наемником. Тюрьма меняет людей. Итален – бог воды, Азираэль – бог огня, Троглин – низшее божество. Не хватает денег, сыграйте в кости. Меня сейчас на нее, наверное, выкинет, да? Да. Кайф. Не то место. Ну, по крайней мере, тот остров. Издержки орочьей магии. Надо добраться до лагеря. Нам туда. Где мы оказались? Дома. Это Альсорна. Остров на северо-востоке Элькроноса. Мило. Идем. Ау. Нужны инструменты. Иди по тропе до следующего портала. Рагдор знает, что нужно делать. Я. Иди! И берегись громов. Они водятся в здешних краях. Не растревожь их, иначе мне крышка. И как мне себя вести? Постарайся незаметно проскользнуть мимо них. Если придется кого-то из них убить, подходи со спины и убивай кинжалом, бесшумно и быстро. Стелс появился в игре. Вот, держи. Ладно, я пошел. Так. Нужно воспользоваться порталом. Давайте оценим местные красоты. Симпатично. Так, скроем Дарфу, чтобы не смущало. В общем, дорогие друзья, на этом, наверное, закончу. Теперь хочу поделиться мыслями. Физон, графон, вот эта вот управляемость камеры, вот это все, короче, это все подтянули, это очень круто сделано, мне нравится, это почти что Ведьмак. Первый так точно, а может быть даже на второй тянет. Вот, короче, здорово. В этом плане молодцы. Единственное, что вот физика ткани у них, она, как-то странно работает. Видимо, потому что все кат-сцены на движке игры. Вот, и как бы, понятно, в общем, почему так происходит. Далее. Раскладка клавиатуры сделана капец странно, надо ее прям срочно менять. Мне не нравится. Сама менюшка в целом, она стала как-то и вроде приятнее, но с другой стороны она стала проще. То есть, смотрите, что это? Какой-то минимализм, да? Вот, но все же, наверное, она стала приятнее. Не знаю, короче, двойственное такое ощущение. С одной стороны, мне не нравится, что ее дико упростили в плане рисовки. И с другой стороны, то меню было, прямо оно какое-то совсем было, мне кажется, как неудобное. Вот тут даже есть варианты, как одеться. Я не вижу перков. Наверное, это какая-то другая менюшка. Они как-то теперь объединили. Вот непонятно. Короче, насчет меню у меня пока двойственное ощущение.
По поводу озвучки, тоже двойственное ощущение, потому что она вроде как и русская, и некоторые голоса подобраны хорошо, например, вот наша спутница, да, которая там до сих пор торчит. Кстати, вот у нас до сих пор, я не знаю, это либо на одежде, либо это у них в игре так сделано, смотрите, рана до сих пор на теле. Я не знаю, может быть она, если похилится, заживет, фиг знает. Вот, так, о чем я говорю, голоса. Некоторые голоса подобраны странно. Например, Гендехар. То есть в первой части у него был прям голос такой, прям голосище злодея. Здесь у него такой старческий голос. Вот. Так что тоже спорно. И по поводу сюжета. Пока у меня претензий нет вообще. Мне нравится все, что происходит. Все логично, мы примкнули к злу, зло нас предало, использует в своих целях, сестра у нас, как всегда, в опасности. Главный герой у нас примерно похож на того, что у нас был. Единственное, он себя ведет немножко не так вызывающе, как в прошлый раз, в прошлой игре, но это даже, наверное, плюс. Вот, и у нас, я так понимаю, Гендехар устроил тиранию, и теперь хорошие парни у нас это орки. Немножко странно себя ощущать другом орков, вернее, видеть их своими друзьями. Но это интересно. То есть это новый взгляд, новое прочтение истории с другой стороны. Со Сорочи, да. Так что это прикольно. Мы узнаем этот новый мир для нас, потому что, по сути, все, что мы видели в орках, это вот их лагеря, и их тупо вырезали, все. А вот у них даже теперь дама есть, оказывается. Вот. Даже не знаю. Ну, главный орк пока не ясно. Ну, тот стрелок, понятно, он предатель. А вот этот главный орк пока непонятно. Но в целом, наверное, он неплохой парень. Я все-таки надеюсь, что его сделали что-то а-ля Трал. Вот. Такие, короче, дела. Это все, что я, наверное, хотел сказать. Боевку пока не понял. Но она, да, она все-таки не такая топорная, как была. Да? Да. Вот герой тоже так считает. В общем, на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось, поставьте лайк. А с учетом того, что первую часть до сих пор смотрят, значит, World живет, у него есть свои фанаты, они любят ее и ждут. Ждут, наверное, новой части. Не знаю, которой, может быть, и не будет никогда. Жаль, если так, потому что у серии явно есть потенциал. Все, всем пока, всем хорошего настроения и аривидерчи.